Всем привет, я Ульяна. У меня сегодня к показу джемпер, который я назвала хиппи-хулиган. Я перевела на кальку футболку Бинго. По этой выкройке я уже шила и футболку, и свитшот своего размера, поэтому я знаю ее и смело взяла на размер меньше, потому что хочу видеть новый свитшот более меньшего объема. Итак, что я сделала? Я уменьшила горловину на 2 сантиметра, потому что у меня будет здесь обтачка более широкого размера. Снизу я убрала 5 сантиметров. Для того, это с учетом подворота. То же самое я сделала на спинке. Поэтому вот так сворачиваю пополам. Делаю новую линию горловины. Вот у меня линия, новую линию низа. Рукав будет без изменений. Увеличивать длину я буду сразу на ткани. А теперь смотрите, какие кусочки у меня есть, из чего я должна буду сообразить. Вот с желтого футера больше всего, скорее всего, здесь выйдет целая спинка, и вкрапления на полочке будут, возможно, рукава. Вот этот футер, как на шортах, совсем мало. И есть вот такие еще футера, но это уже совсем кукольные остатки. Тоже хочу как-то утилизировать их, чтобы они не валялись. Долго красивый такой. Я прикинула по отрезам, оказалось, что мне хватит на симметричный рисунок относительно центра. Поэтому на половинке полочки я сделала разметку, подписала цвет и отметила долевую. Вот такой крой у меня получился. Спинка полностью желтая. На рукава длины желтого футера мне не хватило, поэтому будет составной цвет с коричневым. И полочка будет у меня вот такая расписная. Сегодня еще успела соединить детали полочки булавками. Завтра уже начну шить.
очереди рукава. Втачиваю рукав в пройму. Теперь одним швом я соединяю срезы рукава и боковые срезы, не доходя до низу, примерно 3-4 сантиметра. Вот у меня розовая пометка, потому что у меня будут здесь боковые разрезы. При шитье одежды в стиле колорблок я всегда нитки выбираю в тон каждой детальки, каждого кусочка. Теперь нужно подогнуть рукава. Я сделала примерку и знаю, что мне нужно подогнуть 6 сантиметров. Отмечаю и обычным способом, швом в подгибку, делаю отвороты шириной 4 сантиметра. На отвороте у меня получился шов оверлока виден. Это так у меня и по задумке предполагается. Но я делаю закрепку, чтобы он не оттопыривался. Теперь нижние манжеты. Я отступаю от полочки и спинки по 4 сантиметра. Вот такая у меня длина будет манжеты. Ширина нижней манжеты 7,5 сантиметров, верхней 5 сантиметров. У меня будет такая составная манжета для красоты. Вот если прошить просто на оверлоке кашкарсе, будет волна. Я использую силиконовую ленту. Нужно положить один кусочек на другой, сверху в свободном наложении, не натягивая, кладем силиконовую ленту, она шириной 4 миллиметра, и свободно, ничего не растягивая, я строчу. Шов получается растяжимым. Теперь складываю пополам и влажно-тепловая обработка. Распределяю манжеты от одного до другого бокового среза и на оверлоке стачиваю. На утюг нужно ходить после каждой проделанной строчки. Вот здесь я сутюживаю немножко, от этого изделия выглядит красиво, законченный вид имеет. Боковые срезы я буду отделывать киперной лентой, поэтому я ее сразу декотирую. Поскольку джемпер у меня далек от классического, у меня есть элементы наизнанку, поэтому я решила поддержать это и в боковых разрезах. Киперная лента у меня будет с лицевой стороны. Киперную ленту приколола изнанка к изнанке. И теперь отстрочу в 1 мм от края до начала разреза.
Киперная лента у меня шириной 14 миллиметров, поэтому от конца строчки я отмеряю двойной размер, то есть 28 миллиметров. Делаю пометку и к спинке от начала разреза продолжаю прикалывать, потом настрачивать вот киперную ленту. Теперь под киперной лентой нужно срезать утолщение. Затем отогнуть эту киперную ленту на лицо и сначала зафиксировать булавками либо нитками так, чтобы изнанка не была видна. А теперь нужно расправить треугольник, чтобы он выглядел ровным и красивым, закрепить. Настрачивать я начинаю с желтого цвета, потому что у меня обратная сторона манжеты голубая. В 1 миллиметре от края одной линии я сейчас буду настрачивать по треугольнику, пройдясь 2 раза. Потом я поменяю шпульную нитку на другой цвет и оставшиеся кусочки дострочу. Получился вот такой яркий, сочный летний джемпер или свитшот. И если вам понравился и был понятен этот мастер-класс, то спасибо за лайки, за подписку. Увидимся в следующий раз. Пока!